Привет, меня зовут Юрий. Я владелец 3 ресторанов в Праге. А еще я много путешествую, интересуюсь гастрономическими традициями разных стран и рассказываю о них на этом канале. В этом видео я отправляюсь на юг Франции, на Лазурный берег. Я специально отправляюсь в этот регион в середине января, для того, чтобы избежать толп безумных туристов и бесчувственного сервиса, которым так известен этот регион в туристический сезон. Мы сходим на рынки в Антибе и Каннах, посетим ресторан одного из самых известных шефов на побережье, погуляем по Каннам, Антибу и пригороду Лаканет. Еще я приготовлю на ужин луковый суп и виртуально покормлю вас им. Проще говоря, я проведу вас по местам, где было вкусно не только моим рецепторам, но и моим глазам. Ну, поехали! Каждый раз, когда я попадаю в Канны, у меня ощущение, что я нахожусь на красной дорожке, где я обязательно должен чему-то соответствовать. Особенно в самом центре Канн. 10 января. Каково? 10 января. Посмотрите на эту красоту. Одним словом, лазурка, ребята, лазурка. Ну что, сладкоежки, готовы? Пойдем, я покажу вам, где лучшие сладости. Здесь просто потрясающее пирожное. Но и цена у них 9-10 евро. Если посмотреть с другой стороны, когда вы видите огромное количество супер брендовых бутиков на соседней улице, цена пирожных не кажется уж столь высокой. А вот это то, что мне нужно. Мне нужна новая чугунная кастрюля. Я специально выбрал этот магазин с самой хорошей оценкой. И где же ее покупать, как не в Каннах, скажете вы? Это звучит саркастично. А на самом деле сейчас здесь сезон скидок, и это то, что мне нужно. А вот и первый французский прокол. Хотя Google карты показывают, что магазин должен быть открыт, тут написано, что они сделали себе паузу. Сейчас до 2. Придется гулять. Это великолепный магазин для всех любителей готовить. Один выбор ножей чего стоит. Кастрюля приятно тяжелит руку, но настроение прекрасное. Ну вот она, атмосфера лазурки, даже зимой. 7 января. Как же без питанга в Южной Франции? Здесь прямо несколько полей для питанга. И это такая французская, южно-французская форма социализации.
Мы в Антибе. Люблю атмосферу этого городка. Но главное сюда не попадать летом. А вы особенно не слушайте интроверта, который здесь был летом много раз. Ну и как было не посетить самый знаменитый рынок Лазурного побережья Le Marché Provençal в Антибе. Но рынок — это не просто покупка продуктов, это для французов прежде всего социализация. Специи, рай специй. Вы только посмотрите на все эти специи. Здесь же можете купить знаменитую камарскую соль. Ее выращивают, можно даже так сказать, выращивают в регионе Камар. А здесь рыбацкие лодки, мы приехали как раз к тому времени, когда еще можно успеть купить свежий вылов. Сейчас мы в малоизвестном для большинства туристов пригороде Кан-Ле-Канет. Очень хочется есть. Это вход в отель. Мы с вами сейчас находимся в отеле, в котором творит шеф-повар Бруно Огер. Это такой небольшой бутиковый отель. Он относится к сети Relais Chateau. И, как видите, здесь же находится двухзвездочный ресторан, мишеленовский ресторан. Я же отправляюсь в бистро, которым тоже занимается этот шеф-повар. И я обожаю такие места, потому что здесь гарантированное качество. Ну вот такая терраса, она, конечно, зимой не востребована, но очень красиво. Классно. А вот это вот типичная медитеранская закусочка топинада. Вот. Закусочка из оливок. Оливки, оливковое масло, ну и еще там кое-что. Я здесь уточняю, это медитеранская закусочка, не закуска Лазурного побережья.
Но мы об этом еще поговорим. Это по-настоящему вкусно. Прованские травки, оливки, хорошее оливковое масло. Отлично. Я заказал блюдо из местных продуктов. Это гребешки. И мы будем их сейчас пробовать. Пробуем гребешки, санжак. Это прям очень хорошо. Свежо. Отлично приготовлено все. Вкусно. Это тартар. Говяжий тартар. Классно подано, элегантно. Супер. Вот осьминог. А вот это парей. Он протушен, видимо, замаринован сначала. Очень вкусно. Классная идея. The rice pudding of mango, pineapple, and vanilla. The soup of fruits with cardamom and ginger syrup. The creme brulee Такой of способ vanilla. продажи десертов я впервые увидел великого повара Поля Бокюса в его ресторане под Лионом. Но там это было просто грандиозное шоу. С профессиональной точки зрения я понимаю, что для того, чтобы использовать такой способ, нужно всегда иметь полный ресторан гостей. Это вот привозят к каждому столу и рассказывают, какие десерты вы можете заказать. Это прикольно. Ну вот это яблочный пирог с логом шефа. Ну что, пробуем яблочный пирожок. Это вкусно. Ой, это вкусно. С корицей. У него такой немного рождественский вкус. А давайте молча погуляем по ближайшим пригородам Канн и ближайшим городкам и будем просто наслаждаться тем, что видим. Для того, чтобы с женой поддерживать хорошие отношения, нужно приготовить ей сегодня ужин. Отправляюсь в Канны на рынок. Но мне нужно еще обязательно авокадо, правильное авокадо. И что меня здесь по-настоящему потрясает, это то, что чувак, продавец, спрашивает: вы когда его будете есть? Сегодня? Завтра? Когда? И исходя из этого подбирает по спелости. Это знаменитая фуагра компании Lafitte. На ужин я буду готовить французский луковый суп, а для него нужен хороший бульон. Вот я выбрал правильную курицу для бульона. Чувак подсказал мне. Ну вот здесь есть культура.
Сначала они должны вытащить все лишнее, внутренности, и только потом продают курицу. Мерси. Вот такая шикарная курочка. Здесь 2,5 килограмма. Это специальная курица для правильного французского бульона. Стоимостью 17 евро за килограмм. Ну на какие жертвы не пойдешь ради вкусной, здоровой еды. Ну, здесь нужно понимать, что мы все-таки на лазурке, а на лазурке нужно платить цену лазурки. Запах потрясающий. Если вы так же, как и я, любите готовить, переходите на мой канал No Stress Cooking. Ссылочка в описании.